Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем канале Свитербург. Сегодня мы с вами поговорим о наборе спиц от Lotus Yarn, который называется Pamir 5. Lotus Yarn презентовали его в конце 2024 года, и появился он в продаже, насколько я поняла, совсем недавно. Мне он попался в рекомендациях на Озон, и я сразу же захотела его себе. Это набор спиц из нержавеющей стали с поворотными тросиками, и они очень похожи на спицы Чагу. И также важным фактором является то, что спицы от Lotus Yarn подходят тросиком Чагу и, собственно, наоборот. В этом видео мы рассмотрим этот набор со всех сторон и сравним его с другими аналогичными спицами. И прежде чем мы к этому перейдем, хочу вас попросить поставить палец вверх под этим видео, чтобы помочь его продвижению и сделать мне приятное. Теперь посмотрим на этот набор поближе. У нас есть вот такой вот пыльник с логотипом Lotus Yarn, карточка с информацией об этом наборе и с комплектующими. И на обратной стороне у нас инструкция, как и чем пользоваться. Сами спицы у нас находятся вот в таком вот компактном минималистичном чехле. Он буквально умещается у меня на ладошку. Приятного, на мой взгляд, рыже-коричневого сложного цвета. Хотя на фото производителя он выглядел скорее ярко-рыжим, но вживую мне цвет даже больше нравится. На сайте производителя заявлено, что чехол выполнен вручную из натуральной высококачественной кожи, но я не эксперт в этом, поэтому не могу вам точно сказать, насколько это правда. Но в одном источнике я нашла, что натуральная кожа быстро нагревается от прикосновения, она мягкая и при деформациях быстро восстанавливает форму без заломов. По этим пунктам все так и есть. Но если кто-то знает, как еще можно проверить, то напишите, мне просто любопытно. Чехол у нас закрывается на магнитную кнопку, и все спицы у нас находятся в индивидуальной ячейке, где написан размер в миллиметрах и, собственно, американский размер. Также есть два кармашка, один с лесками и второй с дополнительными аксессуарами. Теперь давайте посмотрим, что конкретно входит в этот набор. В набор у нас входят спицы от 2,75 мм до 6 мм. Можем посмотреть поближе. Вот 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6 мм. Также у нас здесь в двух отдельных кармашках 4 тросика трех разных размеров. И вот в этом пакетике у нас 6 торцевых заглушек, 6 стоперов трех разных размеров, 4 кабельных ключа и 4 разъема переходника для междулесок, в общем. Давайте поближе рассмотрим спицы. Я взяла номер 4. Выполнены они из нержавеющей стали, очень легкие, в руке почти не ощущаются, они полые внутри, хорошо отполированы. На основании спиц лазерная гравировка с размером. Кончики острые, но при этом не настолько, чтобы проколоть палец. Но если вы вяжете и проталкиваете спицу пальцем, то, возможно, будет дискомфортно, но это все индивидуально. Теперь поговорим о тросиках. Они трех разных длин. Самый маленький голубой, он в сумме со спицами дает 60 сантиметров, бирюзовые, они средние, дают 80 сантиметров, и желтая, самая длинная, в сумме со спицами 100 сантиметров. Сами тросики без эффекта памяти. Вот я их достаю. Они в целом не закручиваются. Очень похожи на лески Чагу. Они достаточно эластичные. То есть Magic Loop'ом можно на них вязать спокойно. На стакане у лесок лазерная гравировка с длиной самой лески. И первое, что мне бросилось в глаза, так скажем, когда я только впервые открыла этот набор и попробовала собрать спицы с леской, то я заметила, что стакан отполирован хуже, нежели спица. Я бы не сказала, что как-то критично, хотя думаю, что это никак не скажется на процессе вязания. Теперь поговорим о стыках. Стык между самой спицей и стаканом, он незаметный, он не цепляет. Здесь у нас поворотный стакан, и, конечно же, здесь не идеальный стык, но, тем не менее, он не цепляет, здесь все хорошо. По поводу дополнительных аксессуаров, 4 ключика, как я и говорила в начале, здесь ничего особенного, чтобы прикручивать тросик к спице крепко.
Вначале я сказала, что здесь 4 коннектора, здесь 2 коннектора. Перепутала. 2 коннектора, чтобы соединять лески между собой. И стопперы, которые покорили меня своим дизайном. 3 разных размеров и, соответственно, 3 разных цветов. Покажу вам поближе. Вот так они выглядят. Теперь перейдем к сравнениям. Начнем с кончика спиц. Сравнивать я буду с неразъемными спицами Чиагу Red Lace и разъемными спицами Hi-Hi вот из этого набора. У меня в руках размер 3,5, по порядку назову. Это Lotus Yarn, Чиагу и Hi-Hi. Визуально они очень похожи, но очень небольшую разницу можно заметить. Я выстроила их сейчас по убыванию остроты. Самый острый это Lotus Yarn, вторые это Чиагу и третий это Hi-Hi Steel. Вот можете посмотреть. Еле-еле заметная разница, которая, мне кажется, не будет особо ощущаться. И все спицы хорошо отполированы. Наверное, можно заметить, что сама спица отполирована лучше, нежели чем стакан тросика. Вживую это более заметно, но, возможно, и здесь вам удастся это увидеть. К спицам Lotus Yarn подходят тросики от Чиагу размера S, и поэтому предлагаю их сравнить между собой. У Чиагу есть 2 вида тросиков размера S. Это вот красный тросик без поворотного стакана и белый тросик уже с поворотным стаканом. По толщине тросики от Lotus Yarn находятся где-то посередине. По эластичности все то же самое, поскольку здесь влияет толщина тросика тоже. Белый он самый эластичный. Вот этот от Lotus Yarn уже чуть поменьше. И, собственно, красный тросик. Но я бы даже сказала, что от Lotus Yarn и вот этот красный чиагушный, они больше похожи между собой. И можем с вами проверить, насколько хорошо подходят лески от Чиагу спицам Lotus Yarn. Как видите, они идеально подходят. И по стыкам все то же самое, что и со стыками с лесками от Lotus Yarn. И здесь у нас тросик с поворотным стаканом. И я бы даже сказала, что вот этот стык, он более активный, нежели чем с леской Lotus Yarn. С лесками от Hi-Hi я сравнивать не буду, потому что нет смысла. Здесь, конечно, тоже поворотный стакан, но она закручивается, поскольку это уже леска, а не тросик. Основные моменты мы с вами посмотрели и разобрали, и хочу дополнительно остановиться на стакане тросика. На видео была не очень хорошо заметна разница в полировке стакана, тросика и спицы, и я сделала пару макрофотографий. Сейчас на экране вы можете видеть фотографию стакана, и на ней очень хорошо видна разница в полировке стакана и спицы. И еще одна фотография, где видно даже текстуру самого стакана. Мне стало очень интересно, почему так, и я написала в Lotus Yarn. Сама не думала, что вообще такое когда-нибудь может произойти. Возможно, они подумали, что какая-то сумасшедшая им пишет, но мой интерес взял верх. Но больше всего меня удивило, что они мне ответили. И фотографию, вернее, скрин этого письма от них я прикреплю на экране, но кратко перескажу его суть. Внутри стакана находится резьба, чтобы мы могли вкрутить спицу, и по этой причине нельзя отполировать его так же хорошо, как саму спицу. Но при этом сам материал такой же, как и спицы, нержавеющая сталь. Вполне может быть, что это действительно так, но взять те же тросики от Чиагу, у них схожее строение с Lotus Yarn, и там у нас нержавеющая сталь, и там они смогли отполировать, а Lotus Yarn нет. Ну, в общем, интересно, действительно так это или нет, но мое мнение, что, скорее всего, это все-таки экономия, чтобы сделать набор бюджетнее. И хочу заметить еще одну деталь на последнем фото. Я говорила, что стык между тросиком и стаканом у Lotus Yarn, он менее заметный тактильно, чем у Чиагу. И как раз-таки на этом фото хорошо видно вот эту ступеньку у Чиагу, о которую все равно что-то немного доцепляется. Я немного испытала этот набор в деле и хочу поделиться с вами таким первичным отзывом. Конечно же, на него не стоит сильно полагаться, потому что прежде чем
дать полную оценку этому набору, нужно все-таки испытать его в деле, связать какое-то количество изделий. Но уже хочу сказать, что кончики в меру острые, для меня идеальные. Стыки, несмотря на то, что я вяжу туговато, не ощущались никак. Особенно меня порадовал стык между стаканом и тросиком. Он действительно себя показал лучше, чем у тросика Чагу. Из-за матовости стакана вязание никак не стопорилось, но при этом я слышала такой вот звук шуршания полотна по этому матовому стакану. Но, возможно, это как раз-таки из-за того, что у меня фокус внимания был смещен ровно на это место, и я пристально за ним следила. Посмотрим, как будет это дальше, после какого-то времени эксплуатации. И давайте подведем итог. Что мы имеем? У нас есть чехол из натуральной, вроде бы как кожи, из которого ничего не выпадает. Я не проверяла, не показывала это. В общем, решила, что сейчас самое время. Кончики спиц в меру острые, сами спицы гладкие, легкие, хорошо отполированы. У нас в наличии 10 размеров от 2,75 до 6 с четвертинками. Эластичные тросики без эффекта памяти и с поворотным стаканом. Стыки отличные как между спицей и стаканом тросика, так и между стаканом и самим тросиком. Единственный вопрос, конечно, к матовости, как это дальше себя покажет. Все базовые дополнительные аксессуары в наличии и стоперы с интересным дизайном, который мне тоже очень хочется отметить. И все это у нас за 11 тысяч рублей. При этом набор Чагу, с которым они очень схожи, в нем нет размеров 5,5 и 6, но он уже стоит 15 тысяч, и хая-хая со схожими, так скажем, комплектационными характеристиками стоит уже 16 тысяч. Цены я смотрела на момент съемки видео. В общем, мне уже хочется немного переметнуться на сторону Lotus Yarn, если честно. Единственный сомнительный момент для меня — это стакан. И я думаю, что здесь как вариант, если все-таки есть страх, что это вам будет мешать, то имейте в виду, что возможно докупить лески S от Чагу. У меня эти лески уже есть, поэтому я не переживаю. Сначала я хочу повязать с этими, потому что мне они кажутся неплохими в плане того, что у них лучше стыки, и в целом они похожи. Единственный вот этот вот стакан, которым я вам, наверное, сегодня уже надоела, но все-таки хочется быть объективной и рассказать все, о чем я думала по ходу съемки этого видео. В процессе эксплуатации могут вылезти какие-то еще моменты, которыми я обязательно с вами поделюсь, поэтому подписывайтесь дополнительно на мой телеграм-канал, там информация поступает очень быстро, и я там активно делюсь своим вязанием. Ссылка на него будет под видео в описании. Пишите в комментариях, как вам этот набор, захотели ли вы его себе или нет, какие у вас мысли на этот счет, и если у вас какие-то вопросы возникнут, то я с удовольствием отвечу вам на них, вдруг я что-то упустила. И на этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.